Израильско-иранская война, помимо прочего, предлагает интересный политологический эксперимент. Можно ли обрушить политический режим извне, без прямого сухопутного военного вторжения? Без физического захвата органов власти, исключительно дистанционным образом, прицельно убивая представителей силовой верхушки и разрушая правительственные здания? Это интересный вопрос, и вот по какой причине. Мы хорошо знаем, что вопреки всей той конспирологии, которую себе продают диктаторские режимы, извне устроить государственный переворот практически невозможно. Можно, конечно, верить, что любая правозащитная НКО, финансируемая зловещим USAID, способна организовать миллионные митинги с массовыми беспорядками. Но вообще-то это не так. Даже если держава, желающая свергнуть недружественную себе власть у соседа, обладает подавляющей экономической и военной мощью, даже если сосед этот полностью от нее зависит, все равно в реальном мире очень непросто переломить внутреннее устройство государства через хребет. Российская Федерация много раз ощутила это правило, что устроить госпереворот извне почти невозможно. Не только в случае с Грузией при Саакашвили или с Арменией при Пашиняне, с Молдовой при Санду, но и с такими псевдогосударственными образованиями, как Абхазия и Южная Осетия. Каждый раз оказывается, что не только миллиарды на политические кампании, но даже оккупация части территорий и танки, стоящие в нескольких десятках километров от президентского дворца, как в Грузии, сами по себе, без внутреннего движения, власть не свергают. В том же много раз убеждались и американцы. Попытки свержения коммунистического режима на Кубе – одна большая страница позора в истории американских спецслужб. Все, что мы знаем, говорит нам, политические режимы могут выживать в любых экстремальных обстоятельствах. Блокирующие международные санкции, массовый голод, как в Северной Корее, круглосуточные бомбежки, оккупация территорий, явное поражение в войне. Мы точно знаем, что некоторые режимы продолжали существовать, даже когда власть их сократилась до площади одного бункера. Мы знаем, исходя из всего предыдущего исторического опыта, что единственный гарантированный способ устроить госпереворот из-за границы – это ввести в страну армию, занять там все органы власти и установить оккупационный режим. По-другому пока ни у кого не получалось. И в принципе, если вы начнете задумываться, то с попытками такими действительно есть проблема. Если ваша задача действительно свергнуть режим, а не просто поубивать должностных лиц, чтобы на место директора разведки пришел его первый заместитель, следом второй, третий, пятый. Так можно годами индивидуально выщелкивать чиновников в государстве с аппаратом в сотни тысяч человек и не преуспеть. Если задача не в том, чтобы заменить аятоллу на вице-аятоллу, а в том, чтобы режим аятолл прекратил свое существование вовсе, вам неизбежно понадобятся какие-то силы, которые воспользуются ситуацией. В противном случае вы просто понаделаете дырок в иранском режиме, как в швейцарском сыре. Если не найдется никакой силы внутри, которая придет и скажет: «Мы теперь тут власть, и теперь все будет иначе», то абсолютно непонятно, что помешает сотням тысяч людей, работающих на иранское государство, продолжать ходить на работу и выполнять те инструкции, которые у них есть. Все так же пытать несогласных, вешать геев, штамповать ракеты и стрелять ими по Израилю. Заинтересованные силы могут быть разными. Может, например, произойти внутриэлитный переворот. Это самый вероятный сценарий. Относительно молодым чиновникам и бизнесменам, которые во времена исламской революции были детьми, а то и вовсе еще не родились, им идеалы воинствующего ислама в принципе до лампочки. Все эти люди просто делали большую карьеру, зарабатывали большие деньги в предложенных обстоятельствах. Любой политический режим на 99% состоит из таких людей. Им абсолютно плевать, убивать евреев или любить евреев. У них вообще нет никакого специального мнения о евреях и об их государстве. Для них весь этот религиозный фундаментализм – стариковское брюзжание, которое просто всегда было вокруг, и его приходится терпеть, кивать гривой и повторять, потому что иначе не будет ни карьеры, ни бизнеса. К себе они эти идеологемы не применяют. Их дочери не носят хиджаб. Их дочери гуляют в купальниках по лучшим пляжам Европы. Сына никто не повесит за ориентацию на строительном кране, ведь он счастливо живет со своим парнем в центре Лондона. Кроме самого верхнего этажа власти, остальная элита состоит из людей, которые мыслят совершенно в иных категориях, которые заботятся о своем благополучии здесь и сейчас, которым не интересно, в каком виде они предстанут перед Аллахом, которые всю жизнь положили не на революционную борьбу, а на то, чтобы получить власть и деньги. И они хотят их сохранить и приумножить. Им наплевать, кто сидит на самом верху и что он говорит, если они при нем преуспевают. Откуда мы это знаем?
Потому что в любом политическом режиме, в любой части света, в любой исторический период плюс-минус так и было. Благодаря тому, что Третий Рейх проиграл войну, мы знаем абсолютно все о его внутреннем устройстве и почти все о каждом заметном человеке в его структуре. Мы точно знаем, что из топ-1000 политической и бизнес-элиты нацистского государства настоящими нацистами, зоологическими антисемитами были лишь десятки, если не меньше. Среднестатистическому магнату-олигарху не было ни малейшей разницы – получать подряд на строительство концлагерей или школ. И то, и другое государственный подряд, а значение имеет только сумма. То же самое и у нас. Если вы выдернете на рюмку чая любого халуя из зала, где Путин выступает с очередным обращением, и попробуйте с ним поговорить на любую тему, которую он только что аплодировал, от угрозы НАТО до традиционно духовно-нравственных ценностей, то с вероятностью сильно больше 90% он просто рассмеется вам в лицо. Элита поддерживает режим потому, что он позволяет ей оставаться элитой. Но никогда режим явно ослаб и больше не в состоянии свернуть нелояльные шеи. Никогда его существование несет вполне конкретные риски. Тогда появляется реальный шанс сговориться и скинуть с себя это старичье, погруженное в средневековые фантазии. Таким шансом нет причин не воспользоваться. Иран находится в ненормальном для себя положении. Это страна на 4-м месте в мире по доказанным запасам нефти. Со своими 150 миллиардов баррелей оно заметно, почти вдвое, обходит Россию. Еще Иран на 2-м месте по запасам природного газа, лишь в 1,5 раза уступая России. В Иране довольно высокий уровень образования. Он на 52-м месте между Италией и Южной Кореей. Пусть и замыкает топ-50 по качеству высшего образования, но все-таки в него входит, не сильно уступая бедным странам Восточной Европы, вроде Румынии. Есть свои история и культура. Пока Европа утопала в темных веках, вся наука была на Персии. Потенциально Иран со своим весьма немаленьким 90-миллионным населением, где вполне может существовать полноценный внутренний рынок, это богатейшая страна, одна из самых богатых в мире. Если бы в Иране ВВП на душу населения был хотя бы литовским, 23 тысячи долларов, что вообще не достижение для нефтяной державы, то по абсолютному ВВП он был бы между Францией и Италией. Но в Иране не наберется и 5000 на душу. Иран заметно беднее Армении, у которой и близко нет таких ресурсов. Да, мы говорили, Россия унизительно бедна относительно своих возможностей. Однако Ирана это касается 100 крат больше. Страна сидит на мешке золота и радуется возможности продавать Путину дроны за 16 копеек и мешок картошки. Такая поразительная и позорная нищета объясняется только сумасшедшим фанатизмом высшего начальства. Только их потребностью бороться с Израилем, а заодно со всеми суннитскими странами региона, начиная с Саудовской Аравии. Только их желанием финансировать террористические группировки и быть недоговороспособным жупелом для всего внешнего мира. Любые силы, не обязательно светлоликие либеральные демократы, просто относительно адекватные, которые помирятся с соседями, перестанут вооружать каждого встречного Бармалея, снимут со страны налет религиозного фундаментализма, чуть отколебутся от граждан и проведут базовые экономические реформы из учебника 1-го курса. Любая такая сила сделает Иран на порядок богаче за считанные годы. Как только Иран хотя бы сможет нормально торговать тем, что у него в избытке, это будет такой экономический взлет, по сравнению с которым наши нулевые нужно спрятать и никому не показывать. Для той части иранской элиты, у которой мозги не набекрень, скидывание аятолл – это не только вопрос, что их бомбить перестанут. Это также означает, что придет конец почти полувековому саморазрушительному идиотизму. Идиотизму, из-за которого потенциально одна из самых богатых стран сидит и сосет лапу, как в третьем мире. При этом режиме элита стала миллионерами, но если его скинуть, они станут мультимиллиардерами, причем почти сразу и без усилий, да еще и мир им откроется. И также мы видим, в Иране с завидной регулярностью вспыхивают массовые протесты. То есть множество людей готовы выступать против власти аятолл даже при таком свирепом уровне государственного насилия. Люди сознательно идут не на 15 суток и не на 15 лет заключения, а на пытки и казнь. И понятно, до какой степени этих граждан власть раздражает. Мы понимаем, любая сила, которая отправит аятоллу жить в Ростов-на-Дону, ну или, как принято в тех широтах, аккуратно развесит религиозных фанатиков по тем же строительным кранам, где висели их оппоненты, будет в широких народных массах такая сила встречена с восторгом. А представители этой силы станут не только новой властью и миллиардерами, но и национальными героями.
Это делает положение правящей верхушки Ирана до предела опасным. Выходит, что люди, которых сейчас выщелкивают, до такой степени не контролируют ситуацию, что даже свою телевизионную брикомундию не могут донести до зрителя, ведь в студию прилетает израильская бомба. Правящая верхушка просто навлекает на всех, включая высшую элиту, беду, просто мешает всем жить. Со стороны кажется, что ни у кого нет никаких причин держаться за этих пожилых фанатиков. Помимо элит, другая группа, способная что-то делать, это оппозиция. Понятно, что внутри Ирана организованные оппозиционные структуры могут существовать в еще меньшей степени, чем внутри России. Я говорю не о людях, которым осточертел режим и которые готовы, если что, пойти на митинг, но о структурах, способных организовать протест. За границей они вполне себе существуют. За границей они на Луне, в физической досягаемости и в информационном контакте с гражданами Ирана. Политическая верхушка, против которой оппозиционные структуры боролись, сейчас безвылазно сидит по бункерам, не без основания опасаясь, что Израиль их всех перебьет. Сегодня им всем строго стало запрещено пользоваться какими-либо средствами связи, потому что Израиль их по ним выслеживает. Это власть, которая носу не может наружу показать, которая и 100 метров по владениям своим не может пройти. Она по факту под домашним арестом. Власть, которая не контролирует воздушное пространство над страной до такой степени, что израильские пилоты скоро от скуки начнут воздушные парады с фигурами высшего пилотажа над Тегераном устраивать. Режим буквально унижен в прямом эфире. Не нужно недооценивать символическую важность для граждан того очевидного факта, что государство не может даже фразу по телевизору договорить, не говоря уже о том, чтобы защитить своих пропагандистов. Происходящее для граждан – сигнал позорища, распада, развала. Так не выглядят режимы, которые могут устоять. Мы не будем тут рассуждать об иранских оппозиционных структурах, иначе будем звучать так же нелепо, как американские эксперты, говорящие об оппозиции российской. Но даже если представить, будто вся иранская оппозиция за рубежом – это одна большая какая-то партия, лишенная всех политических инстинктов, даже в таком случае нельзя представить, что эта партия такой очевидный шанс может продолбать. Не говорить со своей аудиторией, не организовывать протест, просто упустить тот самый момент, которого многие ждали десятилетиями. Момент, когда выход на улицу несет самый минимальный риск за все годы существования этого режима, при максимальном шансе преуспеть. Да, мирные протесты не свергают вооруженные диктатуры, это факт. Но лишь до тех пор, пока режимы эти в силе, пока контролируют ситуацию, пока представители режима консолидированы. Но теперь ожидаемая продолжительность жизни нового командующего всеми силовыми ведомствами Ирана составляет 2,5 дня. С каждым днем все менее ясно, что они в состоянии контролировать и где их власть. Массовые протесты не свергают диктатуры, когда те их могут подавить. Если вдруг окажется, что выходят сотни тысяч или миллионы людей, а некому даже отдать приказ их расстрелять, потому что кто в бункере, кто в могиле, или если окажется, что приказ отдан, но из бункера он уже ни для кого не приказ, тогда это будет совершенно иной режим. Тогда каждый майор будет 10 раз думать, нужно ли ему оказаться на той стороне истории, где новая власть его повесит как самого активного пса режима. При таком раскладе уже можно и органы власти захватывать, вооружившись только протестными плакатами. Скорее всего, если режим в Иране действительно расползется, то эти две внутренние силы, элита и оппозиция, будут действовать вместе. Не обязательно координироваясь, но в естественной синергии. Так оно обычно и бывает, пока на улицах массовые митинги, где-то в бункерах кого-то душит собственный телохранитель. Так считаем ли мы, что государственный переворот можно организовать извне? Нет, практикой это однозначно опровергается. Но вполне вероятно, что режим в Иране уже давно созрел для смерти, что он всех задолбал и продолжался на чистой инерции, просто ждал своего черного лебедя. Оказалось, власть настолько дисфункциональна, что, имея все ресурсы, была не способна построить нормальное ПВО и защитить его от израильских ударов. А значит, она дисфункциональна и в остальном. Значит, режим уже прогнил изнутри, осталась лишь оболочка. Что угодно могло стать последним гвоздем в крышку гроба. И вполне вероятно, что одним из таких гвоздей стали израильские удары, от которых нет спасения. Которые не просто физически уничтожили правящую верхушку, но еще и всем показали, верхушка эта ни на что не способна, только вредит, и ее пора хоронить. До завтра.